Так, ну что, немножко мы задержались сегодня, но ничего страшного. У меня сегодня интересная тема. Я думаю, что всем будет по нраву. Мы будем сегодня рассматривать именно наши источники дохода пассивного. И опять же, я не буду сильно углубляться в бот или ферму. Коротко, ну, всем понятно, в принципе, из наших регулярных презентаций. А я хочу сегодня обсудить одну тему, именно блокчейн-места, как они работают и почему именно наши блокчейн-места – это очень круто. И почему наша акция называется «Легендарная». Так, ну что, так, я вижу. Всем привет. Слышно меня, видно. Немножко я сегодня не бритый, но у меня сегодня день рождения, поэтому не у меня, а у моего сына, так что можно. Я сейчас с вами, а у меня там толпа подростков празднует день рождения, 15-летний. Так, да, десяточка, все хорошо. Даже из Берлина слышно. Отлично. Хорошо, друзья, давайте сильно не будем долго затягивать. Я хочу сегодня показать вам, ответить на некоторые вопросы, потому что на самом деле мы очень большая уже компания, и, конечно, всех партнеров, они, в принципе, уже не спрашивают таких вопросов, да, там, как это все работает, насколько это все там безопасно или еще что-то. Вопросов этих нет. Осталось, в принципе, сейчас два вопроса, да. Два вопроса – это вопрос легальности, и второй вопрос – а что, если если Алекса вдруг не будет в компании, да? Что произойдет? Давайте мы, давайте мы на эти вопросы и ответим. На самом деле, задавайте в чат, какие вопросы, только опять же, давайте про голоса и тому подобное я отвечаю на каждом вебинаре. Давайте такие вопросы, которые действительно из практики, а не вопрос ради вопроса. Хорошо? Так что кидайте в чат, мы их посмотрим, и я постараюсь на них ответить. Итак, друзья, значит, что происходит, что у нас по поводу легальности? Смотрите, друзья, я нахожусь на европейской территории, да, в Германии. В Германии самый жесткий регулятор. После Америки, после СЕКа, германский и немецкий Баффин – это самый жесткий, самый, наверное, безжалостный контролирующий орган, который приходит к нам, наверное, раз в месяц в гости, каждый раз, и задает какие-то вопросы, вызывает нас, проверяет и тому подобное. Дело в том, что регулирующие органы, они же не церемонятся. Да? У них есть, в принципе, три опции. Первая опция – они тебя запрещают, да, соответственно, ну и со всеми вытекающими. Второе – они тебя конкретно разрешают, это значит, они выдают тебе лицензию. И третья опция – они тебя не трогают, потому что ты не попадаешь под их юрисдикцию. И вообще, ты просто они тебя не трогают, потому что ты не попадаешь ни под один их параграф, к чему бы они могли прикопаться. Просто они говорят: друзья, мы как бы за вас не отвечаем, вы не попадаете в наши юрисдикции. Мы нашу технологию выстраивали именно так. Первое, чтобы нас не запрещали, чтобы нельзя было нас запретить. Второе, чтобы нам не нужны были лицензии. Понимаете, почему все хотят видеть какие-то лицензии? Зачем они нужны? Лицензии как можно дать, так как с ними можно что сделать? Правильно, отозвать. Что происходит, к примеру, с банком, если у него отзывают лицензию? Вот приходит Центробанк и говорит: лицензию забрать. Что происходит? В эту же секунду банк все теряет. Они закрываются. Такие я видел и в Казахстане, как происходит. В России закрыли несколько десятков банков. Именно просто не продлили им лицензию. По каким-то причинам. Не будем вдаваться. И точно так же закрываются все учреждения. Просто отзывается лицензия, и все, и ты не можешь работать. Зачем нам в эту петлю лезть? Мы сделали три технологии, которые просто не попадают ни под одно лицензирование. Как мы этого добились? Извините. Как мы этого добились, друзья?
Мы просто сделали, ну, наверное, вы знаете такое определение, как аутсорсинг, да, оно сейчас очень популярно и применяется, когда рабочие руки у тебя не в офисе, а они по всему миру, да, фрилансеры, можно сказать. Ты занимаешься аутсорсингом, ты находишь вендоров, ну, исполнителей, у которых свои офисы, свои компании, и ты просто даешь одному там часть А, второму часть Б, и вот они там собирают, а ты потом, в принципе, у тебя есть сотрудники в твоем офисе, которые просто этот пазл собирают. И точно так же, и это нелицензируемая деятельность. Понимаете, в чем дело? Такие сотрудники, такие аутсорсеры, в принципе, могут собирать банковский софт. Им же не нужна лицензия на сборку банковского, на программирование банковского софта или еще что-то. Хотя бы весь сам банковский софт должен быть лицензирован со стороны банка, да, перед этим. Но программисты же не обязаны ничего лицензировать. И вот на этой хитрости мы все построили. Друзья, мы просто всю технологию отдали людям, вам отдали. Если мы сейчас начнем заниматься такой действительно деятельностью, мы попадем сразу под все лицензии. Зачем это нам надо? Чтобы потом регуляторы пришли и сказали: ребята, вы, конечно, красавцы, но на всякий случай, вот вы ничего не нарушили, у вас все хорошо, вы прекрасны, но на всякий случай отзовем-ка мы вашу лицензию. Ну, мы не уверены. И все, да, и вся наша работа просто уйдет в ноль. Я это предвидел, и мы сделали такую систему, которую невозможно отозвать, которую не нужно лицензировать, которую, понимаете, в чем наша фишка? В любой стране. Мы же прошли уже все проверки. Вот, даже в той же Америке мы прошли проверки, просто не применяем, ну, не хотим рисковать. Вот здесь мы просто не хотим рисковать, ребят, вы слишком резвые, мы к вам не лезем, поэтому, потому что там даже лицензия может не спасти. Поэтому, друзья, наша технология, легальность нашей технологии базируется на том, что вся наша технология у вас. Мы работаем с этим, мы показываем это регуляторам, мы показываем это проверяющим органам, они смотрят, говорят, да, отлично, потому что вас невозможно отлицензировать всех. Компания может получить лицензию. Частные люди или даже предприниматели, малый бизнес не могут получить лицензию, им не нужно, это не их бизнес. Они, в принципе, делают это все для частных целей. Поэтому вы можете, не опасаясь, работать в любой стране. Понимаете, мы технологию создали. В любой стране можете работать. В любой. Даже там, где, возможно, ну, нельзя, все равно можно работать. Но там могут наказать только ну, скажем так, из бюрократии или там самоуправства. Ну, не знаю, в Китае, например, просто придет глава, скажет, наказываем. Да, или там в Беларуси, хоть у них там и есть все лицензии, но, знаете, никто не уверен, вдруг в любой момент могут наказать. Поэтому, ну, просто такой строй. Но везде, где нет запретов, или там есть запреты, но нет такого вот именно жесткого политического строя, можно вообще ни о чем не бояться. Ну, сколько мы лет работаем, и у нас нету ни одного, конечно, да, ни одного случая. Поэтому, друзья, легальность заключается в том, что мы можем спокойно работать по всему миру. У нас в нашем, ну, я, можно сказать, уже конгломерате более 24 компаний. Мы какие-то убираем, какие-то добавляем. Это связано и с продуктами, и со всем. Понимаете, мы уже не просто какая-то одна компания, где где-то базируется. Мы большие. Ребят, мы реально большие и крутые. И наша технология нас обезопасивает от всего. В этом и есть наше преимущество перед всеми. Сейчас выйдет новый закон в Европе. Не все пойдут под него. Сейчас вот в Лихтенштейне, да, выходит новый закон, где вся Европа сейчас попадет очень под жесткие санкции, что касается криптовалюты. А мы нет. Мы проверились, на нас они просто не могут примениться. Понимаете, в чем класс? Сейчас даже большие payment провайдеры, платежные операторы должны получать лицензию, которую невозможно им получить. Они ее не получат. Просто сейчас половина всех участников, 90% всех участников отрежут, останутся только такие большие игроки. PayPal, понятно, сейчас придет с биткоином, конечно, ему все дадут. Или там, не знаю, Wirecard или Deutsche Bank, да, немецкий банк. Понятно, это глобальные вещи.
а простые стартапы, а простые бизнесы, они все умрут. Просто один закон выпуск. Все криптоматы слягут, да, могут будут выпускать только действительно большие институты, все эти криптоматы. Они, конечно, это специально все делается, с этим борются, да, чтобы, ну, убрать с рынка и левых игроков, потому что большим нужно зарабатывать большие денежки, никто не хочет делиться. А у нас все классно. Мы под эти законы просто не попадаем, потому что мы модель так продумали. Зачем нам с ними бодаться? Зачем нам биться за эти лицензии? Зачем стоять в очереди, когда просто можно сделать так, чтобы нас никто ни в какой стране никогда не трогал? В этом, понимаете, вся гениальность. Нам нужно просто технически сейчас. Если представляете, что такая модель, которая нигде не попадает ни в какие лицензии, мы ее аккуратненько ставим на блокчейн, она становится еще и бессмертной, и ну, это же просто рай. Так, дальше. Что касается, что же будет с Алексом, не с компанией, если вдруг с Алексом 3-10. Ну, во-первых, мне 39 лет, я никуда не собираюсь. Опять же, я только что сказал, что у нас уже не просто компания какая-то. У меня хорошая команда, у нас построены отделы, они работают, у меня большинство всех задач уже работает без меня. Я в некоторые вещи вообще не влажу. У нас есть начальники отделов, начальники, ну, понимаете, мы большая компания. Вот смотрите, возьмем Apple. Стив Джобс умер, ну и что, Apple закрылся? Нет. Вот именно такую компанию я строю, чтобы я мог отойти на заслуженный отпуск, на заслуженный отдых, и чтобы все работало как часы. Почему, думаете, я сейчас так вкалываю? Потому что я хочу эту модель выстроить, она у меня практически завершена. Понятно, со мной интереснее, да? Вебинары, новые идеи, новые технологии. В принципе, я сейчас только и занимаюсь тем, что изобретаю, да? Изобретаю, помогаю внедрять, брейнсторминг, а техника уже давно делает все без меня. Поэтому мое дело только, только давление выстраивать, чтобы все бежали быстрее. Да, знаете, такая целеустремленная рысь, чтобы они двигались как целеустремленная рысь. Вот, значит, наши 3 источника дохода. Бот, ферма, ну и, конечно, наши блокчейн-места. Друзья, как работают блокчейн-места? Смотрите, я пытался это сегодня визуализировать немножко, запоминать. Значит, блокчейн состоит из вот таких вот блоков. Да? В каком-то блоке много транзакций, да, какие-то тяжелее, они отличаются, да, размером. И в каком-то там много транзакций, в каком-то меньше транзакций и тому подобное. Здесь я просто визуально их немножко разделил. И все комиссии, все транзакции, все, что из систем выходит, да, ну, в принципе, вся оборотка, да, все покупки, продажи, биржи, криптоматы, терминалы, карты, все, что можно крутить, все движения монет, они проходят через блокчейн, соответственно, да, на блокчейне, и именно в блоках формируются все, сохраняются, да, все записи, все о всех транзакциях и о комиссиях. Что сделали мы? Почему мы действительно настолько крутые, и никто не может пока повторить то, что сделали мы? Platinum, инженеры Platinum, ну, конечно, с моей подачи, соответственно, они распознали в блоках, что все транзакции и комиссии, они хранятся не просто в блоках, а в специализированных ячейках. Понятно, что там нолик, единица, но это все можно объединить в определенные кластеры, которые можно обозвать таким названием, как блокчейн-место. Да, вот как у вас есть поезд, который ходит туда-сюда. Так вот так же и блокчейн. В принципе, постоянно повторяются блоки одни и те же. Просто они на следующий день пустые идут, и их нужно снова транзакциями заполнять. Так вот, вот эти вот специализированные ячейки мы назвали блокчейн-места. Именно там хранятся все транзакции, и именно там хранятся все комиссии. И то, что та революция, которую вот мы, зачем мы гордимся, очень, очень сильно, то, что мы смогли идентифицировать эти блоки, да, именно вычленить оттуда и персонализировать. Это значит, мы можем каждому блоку присвоить ID, а каждому ID мы можем присвоить
человека. Ну или на данном случае наш аккаунт. И это, конечно, революция, потому что это нет ни у кого, ни у биткоина, ни у эфира, ни у кого этого нет. Есть только у нас. Что это дает? Оно дает вам специальный, уникальный статус. Вы становитесь совладельцем нашего блокчейна. Ну, это как раньше владелец квартиры, только в аренду. Представьте, да, это лучше, чем недвижимость. У вас даже недвижимость могут забрать, а блокчейн отобрать место не могут. Плюс понятно, что его блокчейн место можно отдавать своим детям, внукам, правнукам. Сколько проживет наш блокчейн? Может, 1000 лет. Мы же не знаем этого сейчас. Мы не видим будущего. Мы выстраиваем систему, которая просто бессмертна. И, и самое главное, что эти места можно получить только в нашем легендарном промоушене. Друзья, поэтому он так и называется легендарная промо-акция, в котором вы за 1000 пакет получаете одно место, но и даже это очень круто. Сейчас я вам покажу почему. В 5000 у вас целых 6 мест. В 9000, в 10000 12. 12 мест, и эта акция идет до 30.06, как раз до конца этого месяца. В принципе, осталось, какое сегодня число, 24, ну, время еще есть, конечно, но нужно торопиться. Также не забывайте, что наш бот работает параллельно, и у бота осталось всего 12% добыть монет. После этого добыча прекратится. Смотрите, то, что приносит нам бот, всем понятно. То, что ферма приносит 30%, но это вообще гениально. У меня сегодня в гостях мой папа, он первым делом показал, как работает ферма. Есть тоже маленькая фермочка, он тоже и на нее любит нажимать. Поэтому это, конечно, очень, очень классно. Смотрите, как работает, почему вообще ферма? Вот ферма, нет, ладно, ферма это сам. Почему блок места? Фермы преимущество всем понятно. Блокчейн места, здесь я не анимировал. К сожалению, не анимировал. Давайте здесь постарайтесь мне следовать. Я говорю над правым блоком, там, где 100 миллионов платинкоинов транзакций. В этом, мы берем, да, в среднем. Опять же, допустим, в сети Platincoin в одном месяце прошел оборот 100 миллионов монет. Ну, туда-сюда, в принципе, гоняют. 100 миллионов в один месяц. Это и минтинг, это все. Это очень-очень много транзакций. На эти 100 миллионов мы сейчас будем взимать 0,5% комиссия. Мы пока эту технологию только внедряем. И мы рассчитываем этот пример, исходя из 20 тысяч мест, потому что 10 800 мест мы раздали в прошлой акции, и 10 тысяч мы примерно готовим раздать в этой акции, из которых, в принципе, осталось там 4000 мест, и я думаю, что мы будем укомплектованы. 6 тысяч мест уже плюс-минус улетело. Смотрите. Если мы 100 миллионов умножим на 0,5% и 20 тысяч мест на них разделим, то мы получим за одно место 25 монет. Одно место приносит вам 25 монет. Давайте посмотрим. Если у вас есть 1000 пакет, значит вы получили только что одно место, да, по нашей акции. Это место будет приносить вам 25 монет. По курсу 5 это 125 евро, по курсу 10 250, а по курсу 50 уже 1250 в месяц. И, понимаете, это пожизненный доход от всего оборота сети, от всех продуктов, от всех бирж, от всего. Просто у вас есть ферма, и в нее залетают монеты. Дальше. Если мы возьмем 5000, да, там 6 мест. 6 это уже 150 монет в месяц, которые, исходя из нашего расчета. Значит, по курсу 5 это 750 евро каждый месяц. 10 месяцев 7500. По курсу 10 полторы, а по курсу 50 7500 евро каждый месяц. Опять же, это пожизненный доход от всего оборота сети. Дальше. 10-тысячный, вообще сказка, 12 мест.
12 мест умножить на 25, это будет 300 монет каждый месяц. 300 монет каждый месяц. Это по курсу 5 – 1500, по курсу 10 – 3, а по курсу 50 – 15 тысяч. И мы потихонечку к этому идем, шагами, шагами, шагами двигаемся вперед. Опять же, это не бот, который работает 3 года. Это не ферма, которая работает 10 лет. Это места ваши личные, как совладельца блокчейн, который работает всегда. И 10, и 50, и 100, и даже, возможно, 1000 лет, но, опять же, не будем так далеко забегать, чтобы вы понимали. Ну и, конечно, дело в том, что это при обороте 100 миллионов монет. В прошлом месяце у нас был оборот 700 миллионов монет. Это умножить все на 7. Опять же, если одно место, то это 875 евро. Если бы мы сейчас это реализовали, то вам бы уже прилетело монет именно на эту сумму. А мы же еще даже ничего толком не запустили. Но опять же, система работает, все работает. Я говорю про наши продукты. И здесь не учтена вообще наша мега с вами площадка. Вот в чем сила наших продуктов, в частности, мест. Места – это, конечно, уникальная вещь. Но опять же, не буду вас пугать большими цифрами. Давайте остановимся на 100 миллионах монет, потому что этот оборот мы делаем всегда. Понятно, когда-то мы сделаем 700, когда-то мы сделаем 300, когда-то мы сделаем 500, но 100 – это всегда прям плюс-минус в этом диапазоне находится, поэтому на него и будем рассчитывать. Опять же, здесь не учтены ни бот, ни ферма, ничего. Просто вы участвуете в акции, вам подключаются места, через несколько месяцев мы внедряем эту технологию и поехали. Эти числа летят в ваши кошельки, в ваши фермы. Главное, чтобы у вас было там достаточно места, чтобы все поместилось. Хорошо. Давайте посмотрим, какие у нас были вопросы. Я надеюсь, что вопросы по легальности мы закрыли. Опять же, нельзя нас воспринимать как простую компанию, которая где-то что-то. Мы очень большие, да, мы двигаемся по миру, у нас много продуктов. Опять же, и самое важное по легальности еще, да, мы 4-й год практически на рынке. Если бы мы где-то нарушали закон, если бы где-то мы были нелегальны или бы еще что-то, мы бы не прошли эти все проверки. Мы не прошли, у нас бы, опять же, сами понимаете, как это все быстро происходит. Не зря скамы живут 1 год. Это 1 год нужно юстиции, нужно правительство, нужно законодателю, чтобы найти и начинать обезвреживать. Мы практически 4-й год, нас уже много раз нашли, нам уже много раз обратились. Мы сдали, я не знаю, сколько бумаг уже во все возможные органы. Поэтому, друзья, 4-й год говорит сам за себя. И это мы будем говорить, когда будет 5 лет, и 10 лет, и 20 лет. Всегда будет одна и та же стратегия. Опять же, наша стратегия не попадать ни под какие лицензии. Потому что лицензии как могут даться, так могут и отозваться. Хорошо, смотрим на... Так. Такого не будет. Такого не будет, что Алекса с нами не будет. Не будет. Это точно. Когда точно запуск платформы, когда заработают места. Друзья, мы сказали, что нам нужно примерно 3 месяца для имплементации. Мы ведем, да, работы идут очень энергично. Опять же, технология новая, никому неизведанная. И мы действительно сейчас здесь первопроходцы, поэтому не все получается там с первого раза. Ну, как говорил я вам всегда, да, как мы с моим другом общаемся, почему нам дается все так тяжело? Да, тяжело, зато все. Поэтому, друзья, э, по этой поговорке так и живем. Да, здесь еще спрашивают про плановое сжигание. Пока мы не полностью не отключили Minting Unit, да, пока у нас еще 12% есть, не будем мы на себя брать сейчас сжигание. Наш CTO 2 руками против. Опять же, это технические монеты, они все подотчетные, они никогда не попадут ни на какой рынок, за ними следят все органы, регуляторы, да и наши пользователи, вам всем уже известны эти кошельки, вы все это все видите. Поэтому вот здесь бояться вам нечего. Так.
Как только будут доли, карты и курс, все вопросы закончатся. Однозначно. Так, дубайский ивент. Друзья, конечно, для нас дубайский ивент остается в силе. Мы к нему, у нас все проплачено, все организовано. Мы ждем этого ивента. И опять же, но мы не знаем, как пойдет ситуация в мире. Я думаю, ближе там, к августу, к сентябрю будет все понятно. Для нас по плану Дубай в силе. У нас, конечно, будет там совсем другая программа. Уже в 1000 раз сильнее. Я хочу там сделать, ну, это будет круто. Это будет круто, но не сейчас об этом поговорим. А, так, привет из Забайкалья. Вот, смотрите, интересная вещь. Откуда будет получать стартап деньги, если инвестор их не отдал ему? Смотрите, друзья, у нас же классная вещь. Это наша минтинговая технология. Если, ну, у меня просто нет слайдов, это сейчас все объяснить. Дело в том, что там работает все просто. У нас минтинг базирован на проекте. У нас есть, понимаете, это тоже крутейшая вещь, о которой мы пока еще не говорим, но мы сделаем описание. Дело в том, что есть минтинг, добыча, которая привязана ко времени. Например, 30% в год. Она четко привязана ко времени, и вся технология так работает. Мы совершили чудо. Мы смогли минтинг привязать не к технологии, минтинг привязать не к году, не ко времени, а мы смогли его привязать к проекту. Значит, как только проект закончится, минтинг начнет работать. Зажигается золотая кнопочка, нажимаем, и проект получает монеты прямо на биржу. А биржа с проектом разбирается уже, ну, выдает ему фиатные деньги, чтобы проект даже не расстраивался, где ему менять монеты, куда бежать или еще что-то. Мы со своей стороны таким образом делаем так, чтобы проект получил свои деньги и не спекулировал на том, что курс вырастет на 10 или на 50. Это преимущество пусть останется у пользователя, потому что проекты, сами знаете, могут завышать свои требования или еще что-то. Так. Так, есть ли какие-то условия для ежемесячного получения PLC за места? Например, заполнение ферм, определенное количество. Да, условия такие будут, но, опять же, это ничего там такого страшного нет. Скажем так, если ваше место должно приносить 25 мест, 25 платинкоинов в месяц, то ваша ферма всего лишь должна быть заполнена на 25 монет. Если она будет приносить вам 100 монет, значит, вам нужно заполнить ее просто на 100 монет. Ну, а будет ли приносить место там больше 100 монет, ну, опять же, это будем смотреть. Опять же, мы вам поэтому, у нас еще есть время, несколько месяцев, мы напишем вам четкий мануал, где вы все прочитаете, там будет все посчитано, ничего не бойтесь, вы будете все проинформированы. Так. Как долго будет комиссия на бирже в 15%? Пока она будет там оставаться. Опять же, это и комиссия имеет сдерживающий характер. Мы планируем сейчас выпускать уже следующую биржу. Да, сейчас мы ждем биржу, которая вот сейчас выйдет тоже с фиксированным курсом. Поэтому у нас там, я думаю, сколько, ну, может, пару недель еще, и я обрадую вас следующей биржи с фиксированным курсом. Когда появятся места за Platincoin, которые были, это пока они есть, они все учтены, но пока не в приоритете. Сейчас мы закончим основные работы и потом уже включим или подключим места, которые были куплены за PLC. Через 10 лет коины из фермы переходят в доступный сбор. Да нет, Владимир, смотрите, вы видите, все преимущество в том, что вам ваши коины в ферме всегда доступны 365 дней в году, 24 часа в сутки. В любой момент можно забрать. Нету заморозки в фермах, поэтому в этом-то
Вы можете их сразу забрать в кошелек, можете вывести их потом с кошелька на биржу, там еще куда-то. Поэтому, опять же, друзья, сейчас мы находимся немножко в переходном периоде. Дайте запуститься платформе. Ну, вы просто не понимаете, что мы там готовим. Это же монстр, который будет уровня Фейсбука, а может быть даже выше. Я знаю, что самое сложное – это ждать и догонять. Нам приходится сейчас ждать и догонять. Самые две серьезные дисциплины. Почему догонять? Корона откинула нас на 6 месяцев. Она откинула нас от этого, с этим спорить бесполезно. И, конечно, ждать, потому что сейчас такой монстр, который, в принципе, я не хотел вам его рассказывать. Но если бы не было короны, вы бы не узнали о краудфандинговой платформе. Потому что это должен был быть большой-большой сюрприз где-то тоже в июле, после того, как у нас прошли ивенты, прошел Дубай. Но, видите, планы поменялись. Так. Хотим офис в Киеве. Планируем офис в Киеве. Так, планы по пеннингу абсолютно в силе. Меняться пока не собираются. Эпидемия повлияет, посмотрим. Пока повлияла, но на какие-то сроки, на нашу оперативную работу никак. Для вас, вы узнали раньше о местах, и вы узнали раньше о краудфандинговой платформе. Хорошо, друзья, смотрите. Дело в том, что я думаю, что я сейчас с местами вам коротко все рассказал. Видите, на мне футболка Platinum Coin, крылья орла. Вот. И давайте я сейчас вам поставлю видеоролик, который про промоушен. Сильно вас не буду задерживать. В принципе, ваши вопросы сейчас уже, в принципе, сейчас повторяются, или очень-очень медленно поступают. Я надеюсь, что я ответил вам на вопрос легальности, на вопрос того, что компания может работать абсолютно в автономном режиме, даже больше. Друзья, мы всю нашу технологию потом перенесем на блокчейн. Она будет независимо работать не только от компании, от правительств, от всего. Поэтому именно ваши места и есть гарантия того, что наша вся система будет работать безупречно и навсегда. Потому что она будет вам платить, а вы за то, что она вам платит, будете ее держать живой. Вот и все. Потому что если она вдруг умрет, она не сможет вам платить. Поэтому вы сделаете все, чтобы она никогда не умерла. Поэтому, друзья, все продумано до мельчайших мелочей. И чем самое интересное в том, что если система будет подходить к смерти, потому что люди, не хотят они ноды, не хотят они узлы наши содержать, да, то система начинает платить все больше и больше и больше и больше, пока спидометр жадности не зашкалит, и люди скажут: все, устанавливаю себе ноду, пора начинать зарабатывать на места. Понимаете? Например, у нас там 10, вот смотрите, мы считаем, о чем я говорю? Мы считаем от 20 тысяч мест. Это 20 тысяч нод. 20 тысяч нод. Представьте, если не захотеть половину, не будем, тогда вы просто все эти цифры умножьте на 2. Если это 10 тысяч, допустим, скажет: не хочу. 1000 нод, вот 1000, только 1000 человек согласен. Эти числа все можете умножить сразу на 20. И все равно когда-то человеческое сердце дрогнет, потому что такой прибыли отказаться нельзя, и оно начнет повышаться. Поэтому, друзья, все продумано до мелочей, наслаждайтесь нашей промо-акцией, забирайте места. Ну, а от меня я побежал работать. Platinum Coin, the time is now. Пока. Друзья, мы объявляем грандиозную промо-акцию. Уверены, что она станет легендой. Для того, чтобы как можно больше людей могли получить доступ к новейшим технологиям и повысить качество своей жизни вместе с Platinum Coin, мы собрали все наши суперпродукты вместе и объявляем промо, которое станет по-настоящему легендарным. Limited Edition Legendary Promo.
Legendary промо позволит за один раз получить все топовые продукты Platin Coin. Признаемся, мы сами завидуем участникам этой акции. Пожалуй, никогда еще промо Platin Coin не были настолько выгодными. Итак, внимательно читайте условия акции. Пакет Limited Edition Plus Double Pack стоимостью 1070 евро позволит вам получить одно место в блокчейне, один Power Minter промо стоимостью 110 евро и дебетовую карту Platin Coin. Пакет Limited Edition Premium Double Pack стоимостью 5350 евро, 6 блокчейн-мест, 6 Power Minter промо стоимостью 110 евро, PLC Secure Box стоимостью 6000 евро, а также дебетовую карту Platin Coin. Пакет Limited Edition Platin Double Pack стоимостью 9951 евро, 12 блокчейн-мест, 12 Power Minter промо стоимостью 110 евро, PLC Secure Box стоимостью 6000 евро с гарантией 20 лет и дебетовую карту Platin Coin. Спешите! Чем больше у вас мест, тем больше ваш пожизненный доход. Купив Limited Edition Platin Double Pack, вы получите 12 блокчейн-мест. Рекомендуем вам поспешить, если вы хотите получить максимум от самой щедрой в истории Platin Coin акции. Акция – это уникальный шанс получить лучшие товары Platin Coin по привлекательной цене, обеспечив тем самым себя пассивным доходом на долгие годы вперед. Спешите воспользоваться уникальной возможностью стать совладельцем блокчейна Platin Coin и на всю жизнь обеспечить себе доход со всех транзакций PLC. Что вы получите? Platin Coin – единственный в мире криптовалютный проект, который позволяет партнерам приватизировать места в блокчейне. Владельцы мест в блокчейне получают пожизненный доход в виде комиссии на все транзакции Platin Coin, которые ежеминутно производят сотни тысяч пользователей по всему миру. Приобретение мест в блокчейне дает право зарабатывать на всех операциях в блокчейне, на выплатах комиссионных, оплате продуктов, на вводах и выводах в биржах, на всех транзакциях в POS-терминалах и криптоматах, и, конечно же, на миллионах минтинговых транзакций. Кроме мест в блокчейне, вам будут доступны все преимущества нашего бестселлера – продукта Double Minting Pack. Это сложный технологический продукт, позволяющий заработать до 30% годовых. Акция беспрецедентна тем, что она дает возможность получить все продукты, созданные инженерами Platin Coin для непрерывной генерации пассивного дохода. Например, PLC Secure Box – уникальное устройство, заменяющее большие и энергозатратные криптофермы. Бокс добывает новые коины с помощью технологии минтинга, используемой во всех наших продуктах. Для того, чтобы успешно использовать PLC Secure Box, не нужно обладать специальными знаниями. Транзакции происходят автоматически, без участия пользователя. А в отличие от других продуктов Platin Coin, в боксе нет ограничения по max-load. Вы можете загрузить бесконечное количество коинов в устройство. Бокс будет добывать для вас 10% от этой суммы в год. Еще один суперпродукт, который вы можете бесплатно получить по акции, это PLC Debit Card. Она представляет собой дебетовую карту, которую можно пополнить коинами PLC, биткоинами или фиатными деньгами, и совершать с ее помощью покупки по всему миру. Хотите навсегда закрепить за собой право получать доход от всемирного оборота Platin Coin? Если ваш ответ «да», скорее участвуйте в акции. Выбрать и приобрести подходящий вам пакет вы можете в личных кабинетах. Platin Coin. The time is now.